Салаты из этого ролика я очень часто готовлю с самой разной капустой. По сезону беру молодую, когда хочется яркости, краснокочанную, когда нежности, пекинскую. Цветная, брокколи и, конечно же, всесезонная и любимая, самая обычная белокочанная. Для сегодняшних рецептов подойдет любая. Такая еда точно не наскучит. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная» и тема сегодняшнего ролика довольно лайтовая. Будем готовить салаты из капусты. Для этого видео я собрала рецепты таким образом, чтобы они были очень разные. Один будет чуть более привычным, другой чуть менее привычным, но оба получаются очень вкусными. Так что в комментариях не забудьте написать о том, какой вариант понравился вам больше. Возможно, вам понравятся оба варианта, потому что мне лично нравятся оба. Итак, поехали готовить, выбирайте себе любимчика. Первый салат нежный и легкий, и при этом сытный и пикантный. Готовлю его с отварным сердцем. Можно также взять простое куриное филе или любое другое мясо. Также подойдет консервированный тунец. Список ингредиентов и полезные ссылки в описании. Первым делом мариную лук, он придаст приятную кислинку. Очищаю луковицу и нарезаю ее перьями. Мне нравится использовать красный лук, у него мягкий и нежный аромат. Складываю перья в небольшую пиалу, вливаю уксус, вливаю горячую воду. Это не должен быть прямо кипяток, но пальцу должно быть горячо, если опустить. Теперь нарезаю соломкой отваренное сердце. Как я уже говорила, можно взять самое простое отваренное курофиле, а можно любое другое мясо. Отваренное, копченое, а также будет круто с рыбной консервой. Отправляю сердце в глубокую миску. Шинкую главную героиню ролика – капусту. У меня тут молодая, нежная и сочная. Отправляю капусту к сердцу. Нарезаю редис. Мелко рублю петрушку. Редис и петрушку отправляю в миску с остальными ингредиентами. Теперь добавляю в салат лук, деликатно отжимая с него воду с уксусом. За это время лук успел замариноваться. Приправляю салат солью и перцем. Заправляю майонезом и перемешиваю. Я использую домашний майонез и дальше покажу, как его готовлю. Делов на 2 минуты. В банку или стакан от блендера влейте масло, вбейте яйцо. Кстати, приготовить можно майонез и на молоке, ссылка на рецепт будет в описании. Добавьте горчицу, вы можете использовать любую. Сразу всыпьте соль, чтобы она хорошо растворилась. Наступите ногой блендера на яйцо и включите блендер. Не поднимайте ногу, пока не увидите, что из-под нее полезла та самая густая эмульсия, будущий майонез. Когда вы увидите, что густая масса пошла, подвигайте ногой блендера, чтобы добиться однородности. Теперь добавьте лимонный сок или уксус. Я использую яблочный уксус. Еще раз пробейте майонез блендером. После добавления кислоты он посветлеет и станет сбалансированным по вкусу. Перемешиваю салат и первый готов. Второй салат невероятно богатый. Готовлю его из простых овощей и нута, но благодаря заправке он получается ярким, насыщенным ароматами и совершенно не пресным. Он также понравится тем, кто соблюдает пост или не употребляет продукты животного происхождения. Список ингредиентов в описании. Нарезаю пластинами шампиньоны, а затем разогреваю на сковороде растительное масло и обжариваю грибы на довольно сильном огне до румяности. Сильный огонь нужен, чтобы грибы обжарились, а не начали выпускать воду и тушиться. Время от времени помешиваю, чтобы процесс шел равномерно. Параллельно открываю баночку нута и сливаю с него воду. Можно отварить нут самостоятельно, но в этом случае нужно его заранее замочить, а с готовым процесс приготовления становится очень быстрым. Нарезаю капусту брокколи. Я использую сырую, мне нравится ее хруст. По желанию ее можно бланшировать в течение пары минут, и тогда она будет нежнее. Если использую цветную, тоже добавляю ее сырой. Это очень вкусно. Теперь нужно измельчить морковь и капусту. Морковь натереть на терке, а капусту нашинковать. Я использую для этого свой кухонный комбайн, чтобы процесс ускорить. Отправляю капусту с морковью в глубокую миску. Туда же брокколи и нут. Грубо перемешиваю. Перекладываю все в емкость для подачи.
Сверху выкладываю обжаренные грибы, которые уже успели остыть. Теперь время яркой заправки. Для ее основы я беру тахини. Это паста из измельченного кунжута. Ее можно купить в супермаркете или же сделать самостоятельно. Оставлю ссылку на то, как ее делаю я. Все очень просто. Смешиваю тахини с соевым соусом. Добавляю немного острого соуса, острота по желанию. У меня на канале есть отличное видео, где я готовлю два варианта домашнего острого соуса. Ссылку оставлю в описании. Пропускаю через пресс чеснок, добавляю имбирь, кориандр и паприку. Добавляю соль и смешиваю до однородности. Поливаю заправкой салат и перемешиваю. Этот салат отличнейше хранится. На второй, третий и даже четвертый день он становится еще насыщеннее и богаче по вкусу. Люблю его очень. Сытно и быстро. Если сегодняшняя пара салатов из капусты вам понравилась, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. В описании под роликом я оставлю немного больше полезных ссылок, в том числе и салаты, в том числе и из капусты. Обязательно заглядывайте, готовьте, пускай вам будет вкусно. А меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».